Так, ты не поверишь, но я уже вижу надпись «Вы в эфире». Вот я пока не могу О, все, проверить, мы в эфире, да, но я вижу, я мы в тоже все эфире, вижу. да? Отлично, отлично. Да, мы в эфире. Мы сегодня всего лишь на 3 минуты опоздали, это уже прогресс, Ну это да, признак мы профессионализма. прогрессируем, да, прогрессируем с каждым разом, все лучше и лучше становимся, все быстрее и быстрее, да. Надеемся сейчас еще 10 или 100 тысячные просмотры сделать на этом видео. Ну уж Ну, как пойдет. там как пойдет, конечно. Так, ладно, приступаем. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире еженедельный стрим сходов Peace Dealers и его ведущие. Я Андрей Григорьев и мой собеседник Константин Качалов. Да, привет всем, кто случайно заглянул сюда. Но кто не случайно, тоже привет. Да. Кто, Надеемся, сегодня что-нибудь будет интересное. да, кто не случайно, тем большой-большой и огромный привет. Ну что, поехали сразу к нашим баранам. У нас тут очередной скандал в стане российской оппозиции. Э, Все, наверное, о нем уже что-то слышали, но если кто не слышал, то вкратце я расскажу суть. Ну, первоначально скандал, вообще информация о скандале, она пошла исключительно из одного лагеря. Этот лагерь можно обозначить как лагерь представителей Free Russia Foundation. Это структура, фонд зарегистрирован в США, кажется, и вот он собрал там, помимо прочего, значит, президентом является Наталья Арно. В качестве вице-президентов фигурирует Владимир Карамурза, Владимир Милов. Кто там еще есть, я вот, честно говоря, уже сейчас навскидку не скажу. Не, не Но помню, не да, скажу. ну вот, также разделяет их интересы представитель фонда «Свободная Бурятия» Александра Громожапова. Вот говорят даже о том, что это у них такие какие-то там аффилированные структуры, но я не знаю, я откровенных связей, когда вот так поверхностно копался, не нашел, вот, но, видимо, что-то есть, да, потому что они всегда вместе тусят и выступают единым фронтом. И, собственно, вот на прошлой неделе различные представители российского оппозиционного лагеря, или точнее даже представители российских диссидентских кружков, наиболее представительных, они отметились в кулуарах ПАСЕ. Все, значит, фотографировались с депутатами ПАСЕ, с европарламентариями, непосредственно с председателем ПАСЕ. И, собственно, уже по итогам вот этих вот встреч, по итогам селфи из ПАСЕ, они заявили о том, что создание платформы для российских демократических сил вышло на финишную прямую, и уже ясны будут некие очертания. Скоро и вдруг, как гром среди неясного неба, Карамурза заявляет, что он, значит, покидает Российский антивоенный комитет, э, или антивоенный комитет России, если правильно, да, вот формально прям вот произносить, то так, да, 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 да. потому что, значит, там за ужином, за званым ужином, на который попал Карамурза, в том числе и другие представители Free Russia Foundation, с ним очень жестко поговорил Гарри Каспаров, оскорбил его, и уже никаких сил находиться на одной планете с Гарри Акимовичем Каспаровым у Карамурзы не осталось. Поэтому он хлопнул дверью и вышел вот из этого самого антивоенного комитета. Дальше начались комментарии уже не самого Карамурзы, который, как всегда, оказался выше разъяснения, что же, собственно, страшного там произошло, а начали комментировать, ну, вот те самые представители единого с Карамурзой фронта. Александра Громожапова написала, значит, какой Гарри Кимович хам, расписала все его предъявы, как она выразилась, ну или близко к тексту, там я говорю, да, потом выступил еще очень с таким жесткими заявлениями Владимир Милов, который тоже рассказал, какой Гарри Кимович ужасный хам, при этом сам он почему-то без мата не смог обойтись, когда описывал уже даже не эту ситуацию, а какие-то примеры, которые показались ему для этого случая подходящими. Вот, но последовали, собственно говоря, и разъяснения самого Каспарова уже вот к этому моменту,
И Каспаров объясняет тем, что у них просто принципиально разные позиции сложились. С одной стороны, вот у Каспарова и Фонда «Свободная Россия», а с другой стороны, у тусовки Free Russia Foundation, потому что они стоят на принципиально разных позициях, и ключевое там это подписание либо не подписание так называемой Берлинской декларации, а, грубо говоря, там, если упрощать еще больше, это на каких позициях они стоят, потому что Каспаров и компания, они стоят за полную безоговорочную победу Украины. Они не считают, что в России есть гражданское общество, на которое сейчас можно опереться. А Free Russia Foundation и, я так понимаю, близкие к ним ФБК, они продолжают заигрывать все-таки с той аудиторией, которая находится в России, и, соответственно, пытаются участвовать в выборах, либо влиять на выборах. И они говорят, что вот такие бескомпромиссные заявления в поддержку Украины и пожелания поражения России, они, соответственно, могут выйти боком, и они растеряют остатки этой аудитории. Ну, собственно, вроде как бы более-менее не путано, вот так вот я изложил, вот так я понял ситуацию. А сейчас мы обсудим детали, и, Константин, что ты об этом всем думаешь? Тебе слово. Да, да, спасибо, все правильно ты, в общем-то, рассказал, все четенько. Но вот когда сказал, диссидентские кружки, у меня прям сразу так в голове так подвал, там сидят за этой керосиновой лампой, там пишут петиции, там вручную набирают Ну, знаешь, газеты. это уже такие уютные европодвалы, я тебе скажу, да. Но, тем не менее, по сути, Да, это те самые кружки. да, и поют песню «Тяжелые годы уходят» и все прочее. Ну, все вы знаете. Вот, ну ладно, если серьезно, то такая себе ситуация, очень похожая действительно на такой социальный срыв процесса, я бы так сказал. То есть, вроде как, вот вам, пожалуйста, там Юлия Борисовна там с ближними боярами, там, с Русополосом, фотографируется, там этот вот Яшин штаны держащий. У меня вот эта фотка, кстати, вот видел вот эту фотку, где вот они? Это вот, когда там Юлия Борисовна, Яшин, не помню, по-моему, Карамурза, и с Русополосом стоят такие на фоне этого самого. Мне такой вот, как будто вот а, детей привезли, вот у них такой восторг на лицах. Детей привезли в зоопарк, там вот это папин любовник привел, вот, детей в зоопарк. То есть такой Вот у них пионер такие. лагеря Артек на прогулке, да? Да, то есть там стоит вот эта старшая вот эта Юлия, и вот этот вот умный, средний умный, этот Карамурза, и Яшин такой штаны держит, такой, ну, шарика еще не хватает. Ну ладно. То есть Вот. Ну так натурально штаны вроде, держит. Я просто эту фотографию действительно пропустил, ну либо просто там, не ну разглядел там как деталей. неудачно подловили его, он то ли просто руки вот так поднял, получилось, что они у него на поясе, то есть то ли поправлял в это время пиджак, там, ну, навряд ли он штаны держал, ну, естественно, Слушай, нет. ну я с тобой Просто поспорю, такая, если эффект действительно такой, то фото как раз очень удачное. И вот из кулуаров ПАСЕ в этот раз очень много удачных, характерных фото, которые раскрывают не, истинную ну там, сущность, да, на мой там взгляд, да. вообще в этот раз прям просто разбирать контент и разбирать, то есть не генерили так по полной там. Да, да, Так да, да. вот, ладно, возвращаясь к тому, что вроде как бы все шло, ну, мирно, чинно, благородно. То есть вот одна группа с этим председателем ПАСЕ переговорили, вот другая группа переговорили, вот общее фото большое, красивое. Ну, пусть там не все были, но большое красивое фото. И тут внезапно скандал в благородном семействе. Все пропало, пропал Колобуховский дом, все, забирай свои игрушки, не садись на мой горшок полностью и бесповоротно. Для чего? Ну, окей. Допустим, у меня вот просто вот эта первая мысль была вообще зачем это? Зачем это все? Ну, окей, допустим, я не сомневаюсь в том, что Гарри Кимыч мог там не сдержаться и там всякими нехорошими словами наговорить на законно избранного президента. Окей, да, могло быть. Да, возможно, там начался там крик. Насколько я понял, там особо потом никто в выражениях не стеснялся и там все говорили на повышенных тонах и так далее. Ну да, да, получился скандал. Но зачем это выводить в такую плоскость? То, что
Я ухожу. Все, я настолько обижен, что я ухожу. Ну, блин, взрослые люди, политики, политики из России, политики, изгнанные из России. И тут вот это вот я ухожу. Вот это вот сразу такой хруст французской булки такой раздался в воздухе. И что настолько ненатуральный, то что, ну значит, что-то пошло не так, то, что это остался единственный способ хоть что-то, а, если не остановить, то хотя бы придержать. И потом думаю, ну а смысл придерживать? Но тот же Милов, как потом вообще интересная система. Как потом оказалось, вот когда читаешь все вот эти вот заметочки там, присутствующих, не присутствовавших, там, близких к теме и так далее, вылезает столько подробностей, что просто вообще шикарная картина получается. Потом оказывается то, что Милов, и я так понимаю, вся фракция Free Russia Foundation вроде как просили президента Русополоса, председателя, то есть председателя Русополоса отодвинуть сроки. Потом оказалось, что у председателя Русополоса нет этих 2-3 месяцев, которые просил Милов и Fresh Foundation, якобы просил, не знаю, как там было на самом деле. То есть получается, что председатель Русополос ему очень нужно было закончить это в свой срок. И нужно было не только ему, но и всем остальным. Опять же, у одного из лидеров общественных мнений со стороны Fresh Foundation, точно не помню, вот сейчас вылетела фамилия такая какая-то, журналистская такая, блин, не помню, ладно, не суть. То, что, ага, они боялись отсрочить, значит, у Ходорковского и Каспарова есть договоренности с Русополосом, а там, значит, надо будет с новым взаимоотношения выстраивать, и кто знает там, как оно дальше пойдет. В общем, все это показывает такую столько слоев, столько разных версий произошедшего, то, что казалось бы, простейшее объяснение событий, то, что, ну да, просто не выдержал, сказал, все, я не хочу с вами, ничего нет, как на картинке у того Леши Ступина, вот это вот, всё, идите вы. Вот. Э, Может быть и так. Но как-то оно все слишком компактно по объему информации получалось. Э, Это однозначно же неспроста, и мне кажется, что как оно все будет, это будет после того, мы узнаем, как оно было на самом деле, после того, как уже это, наконец, платформа заработает, наконец, может быть, там что-то начнутся какие-то дела делаться полезные, и потом уже кто-нибудь в интервью расскажет, как оно было на самом деле, и почему все это так некрасиво все выпало. Вот. Вот такое у меня первое мнение, без рассмотрения там всех подробностей. Мгм. Очень. Да, О, ну, барабан что-то как-то. ага. Ну смотри, ты уже даже задал вот Тут направление есть. мысли, а я ее, пожалуй, немножечко разовью, да. В принципе, у меня сложилось ощущение, что действительно вот эту команду Free Russia Foundation и отчасти ФБК, я уж не знаю, вот как считать таких игроков, как Юлия Навальная, там, да, например, Яшин, там, как бы вроде на фигура тут, фигура там, да, но в любом случае у меня такое ощущение, что их вот просто решили прокатить с пассе, или они сами уже увидели, что их шансы действительно там какие-то ничтожные на то, чтобы пройти, да, и это их попытка даже не запрыгнуть в последний вагон, а просто вот резко за стоп-кран дернув, остановить поезд. Громко хлопнуть дверью на выходе. Ну, как бы на полном ходу это, скажу тебе, такое себе занятие это, да, выпрыгивать из поезда, да. Вот. Привыкать, А что вот, ли, да, люди. вот дернуть стоп-кран и действительно блокировать все эти процессы, вот это вот уже вот ближе, мне кажется, к истине. И действительно, там же на самом деле, если послушать Милову, у него там интересные мысли проскакивали, что он, значит, пытался председателя парламентской ассамблеи. Слушай, ты сделай на весь экран, тут Зуртан правильно пишет. Ага, все, да, сейчас сделаю. Мгм. Ага.
Профессионалы, говорит, мы. Ну вот, почему вот Спасибо, Зуртан вот все Зурбаган. время не с нами, да? Вот техническим директором давай его возьмем, он будет вот советы Да, давать, как оптимизировать экран, там приложение, вот, да, вот, мы же многого не знаем. Вот, и так вот, что касается вот этой всей ситуации, значит, да, Милов там на самом деле, мне кажется, он проговорился, он сказал много интересных вещей, когда они, значит, якобы вот команда Free Russia Foundation, они э, предлагали председателю парламентской ассамблеи, ну, собственно говоря, как-то вот какой-то регламент принять, в рамках которого должны общаться, вот, собственно, представители российских демократических сил между собой. И более того, вот в обосновании того, что такой регламент нужен, они использовали как раз конфликт, который был на званом ужине и который, собственно говоря, был вообще неофициальным мероприятием, да? И, собственно, им председатель парламентской ассамблеи правильно сказал: ребят, ну вы как, вы между собой не договорились? Ну так, собственно говоря, учитесь договариваться. Как бы, какой вам еще регламент нужен? Но, тем не менее, вот как-то Милов и Free Russia Foundation, они настаивают на том, чтобы были, значит, какие-то дополнительные процедуры, какие-то регламенты, которые, видимо, там отсрочат создание всей этой платформы российских демократических сил, ну, как-то вот уберут эти процессы еще на несколько, отодвинут этот срок создания коалиции еще на несколько месяцев создания вот этой площадки. И, в общем, такое ощущение, что действительно они поняли, что поезд от них уходит, и вот они сейчас пытаются какие-то такие вещи делать не совсем спортивные, грубо говоря. Ну, грубо говоря, там вот, я не знаю, хотя, конечно, Гарри Кимович шахматист, но у меня ощущение, что даже вот такой футбольный матч перед нами, когда, знаешь, какой-то один там из игроков падает и демонстративно начинает раскрывать рот в беззвучном крике, там за коленку держаться. Вот, посмотрите, что этот подлец сделал, да, в надежде на то, что команде, значит, противника покажут желтую карточку на скамью запасных отправят, там, если на скамью штрафников, пенальти назначат. Ну, вот как-то такое ощущение это производит на самом деле. Вот. Но на самом деле, ты знаешь, мне хотелось бы поговорить еще вот о какой важной вещи. Ведь, собственно говоря, когда я наблюдал за этими характерными и симптоматичными фотографиями из кулуаров ПАСЕ, я пытался там найти вот ту самую треть представителей национальных республик, на которых квота выделена, да? И я эту треть там, ну вот как-то, вот, ну не знаю, может быть, я не всех людей просто знаю, но мне казалось, что многих очень знаю. Я никого не разглядел там вот в этих кулуарах ПАСЕ, даже Гарможапову, которая потом вот на званом ужине возникла. А, собственно, вот кто будет представлять российскую делегацию по этой квоте, мне до сих пор непонятно. Вот у тебя какие соображения есть на этот счет? у меня соображения здесь достаточно такие странные, я бы сказал. Мне кажется, что все благополучно забыли, что была какая-то резолюция, какой-то там Эрик Кросс что-то там зачитывал, какие-то там непонятные депутаты по се за нее голосовали, там эти национальные национальные кадры там подыскивать какие-то. Зачем вообще? Что это? Все понятно. Что там вот 12 человек. 12 человек в антивоенном комитете. Ну, назначат, ну, допустим, там, я не знаю, кого-нибудь, там кто-нибудь осознает внезапно свою идентичность, как, ну, у кого-то, может, родственники есть, там, у кого-нибудь татарин, допустим, или там скажут, что вот евреи малый народ. Ничего не имею против евреев, но просто к слову пришлось. Вот, и так далее. Мне кажется, благополучно это все дело замнут, скажут: "Да вот, знаете, что то как-то вот так вот оно все получилось". Вот, потому что как-то все вот то у Гельмана проскочило, что, оказывается, еще были какие-то другие договоренности. Потом, значит, господин Мартынов, по-моему, писал, что вот были договоренности, что 4 организации предоставят. Какие договоренности? С кем? С кем были договоренности? У кого были договоренности? Была резолюция, где все было четко, понятно прописано. Пусть не четко понятно, но прописано, скажем так.
Да, и треть голосов должны предоставлять регионам, представителям, не помню точно формулировку, по-моему, колонизированным народам, по-моему, должны были Мгм, предоставить мгм, представителей. мгм. И как-то все это спустили на тормозах, и мне вот это очень понравилось, то, что одни да, опять же, да, то, что вот эти какие-то договоренности, какие-то обязательства. Мне понравился пункт, который, о котором сказал Марат Гельман, то, что написал, вернее, в своем посте в Фейсбуке, то, что а еще была договоренность, что люди будут известны. Окей. А можно, как я прям не удержался, у него в комментариях этот вопрос задал и у себя там на Фейсбуке написал. А, где это прочитать, какие критерии? Я просто, я бы уже подавал заявку, так, от нашего движения и от там группы организаций. Э, я просто понимаю, что надо будет еще раз подавать теперь, и там надо будет же указывать теперь, так как была договоренность, что люди должны быть известны, как не подтвердить свою степень известности, среди кого. То есть вот эти критерии известности мне не очень понятны. То есть, допустим, должны быть известны среди иммигрантов, среди коренных россиян, которые, в смысле, в периметре. Я уже считаю, что те коренные, а мы такие уже, знаешь, эти безродные эти космополиты. И вот эти все моменты о каких-то договоренностях мне очень стало интересно. То, что люди как бы хотят написать одно, а проговаривают совсем о другом, и как-то становится вообще непонятно. А как же резолюция? Возвращаясь к той же несчастной бумажке, которую сколько-то там лет, как говорили, ее пробивали, сделали эту резолюцию, Эрик Кросс её читал, все за нее голосовали, всем все нравилось. Да, у нас тут договоренности, просто 4 организации должны выдвинуть 12 известных лиц. А кто там будет, сами между собой разбирайтесь. Как-то вот знаешь, где-то наебали, а где не пойму. Понимаешь? Вот как-то так у меня. Так Ага. я в задумчивости просто. Ну, там мы, кажется, с тобой забыли еще вот Анастасию Шевченко упомянуть. Она же говорит, что она вроде как вполне имеет полное право Бурятию представлять, потому что она там Ну окей, когда-то еще, жила. еще трое нужно. Еще А еще, трое в любом случае. еще она хороший человек и известный человек. Вот, да. Да, Ну, о да. критериях, да, о критериях известности, кстати, можно вот и такое предположить, что это должны быть вот эти люди, представители вот этих упомянутых 4 организаций, которые известны друг другу. И тогда все сходится. Вот, например, ты им неизвестен, а друг другу они там известны. Например, Марат Гельман, у него тоже такое проскочил. Мне очень понравился такой симптоматичный момент. Когда он там Карамурзе начал написывать, каяться, что вот да, действительно, вот не заступились мы за тебя на этом званом ужине, да, извини, вот, ну, вот Гарри Кимович, он такой, значит, и Володя, Володя, я ведь знал твоего отца, и ты вот вылитый твой отец. У меня на коленках сидел, Да, 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 жопку да, да. твою грязную мыть носил в источнике. Да, да, да. Это если кто не узнал, цитата из фильма «Даунхаус». Да. Вот, да, и получается, значит, что вот я уже вижу такой междусобойчик, и люди действительно в этом междусобойчике, они как 20-30 лет назад знали друг друга, да, кто-то в этом междусобойчике вырос на глазах у других, и вот они до сих пор этим междусобойчиком живут и как-то вот так решают какие-то конфликты, споры, да, но тут вот не получилось так, что вынесли ссоры из избы, но надо как-то все равно это порешать, как-то замириться, как кому-то дать, видимо, в качестве утешительного приза что-то, и снова замять, и вот на четверых, на 4 эти организации разделить, собственно говоря, Уже места. на уже на троих. Уже на троих. То есть ты думаешь, уже там раз выбыли, то выбыли, да, а вот как же все-таки отца твоего знал. Все-таки, мне кажется, ну, надо с пониманием отнестись, может быть. Нет?
Не знаю, все-таки, мне кажется, на троих, потому что очень странно прям затихарились ФБК. То есть, в принципе, ну как бы, ну они же вроде как соратники Free Russia Foundation. То есть они там где-то очень близко находятся в такой, ну вот этой, в спектре вот этих политических сил. Где-то они очень рядом. И молчат, так это. Прям вот вообще ничего не произошло. Абсолютно. Ну, ничего не произошло. Все в порядке. Ну, что-то там Леня Волков невнятное написал, по-моему, или даже не писал. Я сейчас посмотрю. То есть там никто из этих спикеров, ничего вообще нет, абсолютно. Не. Все тихо, спокойно, молчат. Я вообще буду очень долго смеяться, если по итогу, короче, в БК этих Free Russia Foundation прокинут, а останется вот этот форум Каспарова, антивоенный комитет и ФБК. И все вот эти господа Миловы, изгнанные президенты и все прочее, они такие, слышь, а мы тут, говорят, ну извини, брат, ты же обиделся. А на обиженных воду возят. Водочки нам принеси, мальчик. Вот. Мы в пасы летим. Мы в пассе летим, да. И так это, на тройке с бубенцами. Вот. Как раз тройка, да. Все это, понимаешь, это все вот эти сакральные числа. 4 это число неудачи в нумерологии, если я не ошибаюсь. А 3 это число силы. Это основа Ну, основ, тройка. 3 ну, организации. логично, логично. Вот если мужики, опять же, пол-литра берут или литр, то они на троих берут. Да, Да, а по 3, четвертый уже по илюзия 3, явно да, получается, да? да. 0,5 Вот. на троих ровно делится по 9 бульков, я помню. То есть, может быть, вот Вот. как раз Карамурза тем самым четвертым оказался, и кому-то чего-то там не хватило. Вот не знаю, да. Да, Мгм. просто этот, как его, Росинант не вынес Мгм. четверых. Но вот ты знаешь, и у меня тут как бы небольшая техническая накладочка все-таки произошла, да, я вот сейчас ищу как раз вот эту а, Я формулировку Кирилла, как его из этого-то, из «Новой газеты Европа», Мартынов. да, Кирилла Мартынова. Мартынова, точнее даже не формулировку, а вот тот списочек организаций, которые должны войти. Мне кажется, там очень, Там, да, 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 поищи. Ты ищи, я пока чат почитаю все, тут. да, подожди, я нашел, я вот зачитаю. В платформу в Э, 2005 году, да. это Мартынов уже пишет как непреложный факт, войдут 12 человек, рекомендованных 4 согласованными с ПАСЕ организациями. И вот, внимание, он их перечисляет. Антивоенный комитет, Free Russia Foundation, ФБК и Форум Свободной России. Вот. Ну, Почему-то там еще ВД-инфо у него было. ага, вот, я понял, он наконец поправился, да, вот вместо форум Свободной Ага. России он почему-то поставил ОВД-инфо изначально, вот, да. Ну, в Я принципе, очень э, похожие организации, одним и действительно, тем же занимаются. для главного редактора «Новой газеты Европа» разницы никакой, видимо, нет, да, ну, что там, ОВД-инфо, что форум Свободной России, все одно, все едино, да. Да, вот теперь он поправился наконец, а вот изначальный пост, и я там задавал вопросы, но Кирилл Мартынов ничего не ответил. Он, значит, перечислял антивоенный комитет, Free Russia Foundation, ФБК и, собственно, ОВД-инфо. И вот все Не, он удивляются. отвечал, он не тебе, может, отвечал, но он ответил, что «Да я точно помню, что ВД-инфо было, прям Да-да-да-да-да. точно». Да-да-да. Он, кстати, ответил, знаешь, кому? Это вот как раз Ивану Чутрину он Чутрину, ответил с форума Чутрину, Свободной да. России. Да-да-да-да-да-да. Цирк. Который Но пришел и да, не понял, за что деньги уплочено-то, господи. да, но в результате оказывается, что все-таки не точно Кирилл Мартынов это помнил, память его подвела. Или он какие-то еще параллельные списки смотрел. И мне, знаешь, эта ситуация вообще очень сильно напоминает э, ситуацию с вот этой вот мирной сделкой, да, с черновиком мирной сделки, который в сеть слили, в СМИ слили, и там оказалось 28 пунктов. И все вытращивали, вот мы с тобой буквально месяц назад это обсуждали, все вытращивали глаза. Да как так? Это же еще там в 22-м году, да это уже давно отвергли, а тут вдруг это снова всплыло. И мне кажется, там действительно, вот учитывая количество вот этих поездок, посиделок, кулуарных обсуждений, там уже великое множество вот таких черновиков входят, и действительно Кирилл Мартынов, он, ну, попутал малость, да, вот какой-то не тот списочек посмотрел.
Он же там еще хлопочет. Передал Да, он же там хлопочет о чем, я кураторам. еще. Да. Хлопочет он на чем там на самом деле. Он отверг вот эти вот подозрения, которые наверняка возникли у многих, у меня в том числе, о том, что он сам не собирается вот участвовать в этой платформе по ПАСЕ, но зато он чисто там разведать. А вот, может быть, там грантик на поддержку свободных российских СМИ какой дадут, предусмотрят, да, европарламентария. Потом есть у Кирилла Мартынова амбиции какие-то там, значит, обучающие семинары, там какие-то лектории там организовывать, да, и вот тоже он там, значит, посмотреть, что как, может быть, какие-то денежки в кубышках европарламентариев и европейских институций, они где-то завалялись, да, а он как раз и подсунет им эти идейки. Может быть, ОВД-инфо, вот я подумал, как раз в каких-то из списках Мартынова фигурировали, а он-то в результате все попутал, да, ну, понятное дело, когда такими суммами ворочаешь, даже если они не у тебя в руках, а еще только в уме, ну, поневоле там можно что-нибудь спутать, кого-то не того назвать и не в тот список включить. Ну, может быть, вот так это было, да. Но в любом случае странно, потому что вопросы опять же возникают по поводу ФБК, потому что мы помним все, что Леонид Волков с самого начала высоко задрал нос, когда еще эта идея обсуждалась только, и еще непонятно было, во что она выльется, и сказал, что ФБК это неинтересно. И участвовать в этом это для ФБК слишком мелко, но, может быть, ФБК тоже за пару лет свое мнение по этому вопросу изменили. Но, по крайней мере, представители ФБК почему-то вот в кулисах ПАСЕ не обозначились никак. Вот Free Russia Foundation, да, а ФБК нет. Но, тем не менее, Кирилл Мартынов уверен, что ФБК там вот будет. Загадка. Ну и, кстати говоря, мне вот очень понравился антикриз от антивоенного комитета. Прям, и не знаю, был ли это спонтанный антикриз или так это грамотно разработали, то есть в ответ на весь этот хейт, я параллельненько, ну, практически сразу из таких якобы независимых источников полилась такая тема, что вы видите, сформировалось две партии российской иммиграции. Одни такие, вот мы смело все подписали, мы поддерживаем Украину до конца, мы желаем проигрыша России и так далее. И это появилось-то, оно не было этого раньше. Это вот этот вот нарратив, он появился именно после того, как Милов и прочие начали, грубо говоря, ну ладно, не буду грубо говорить, начали все это дело раздувать. Мгм. И вот этот нарратив, он появился вот именно параллель чуть позже, чуть с небольшой задержкой, а появляться вот этот нарратив. То, что все четко, вот одни поддерживают, другие придумывают отмазки. До этого такой нарратив, он существовал в качестве таких независимых мнений, но без указания, допустим, персоналей. То есть было, что да, ну вот одни как-то поддерживают, другие как-то не поддерживают, третьи еще как-то. А тут именно такой чутенький такой нарратив, то что вот смотрите, две партии, одни хорошие, другие коммунисты. Вот. И все. И тут уже как бы против такого очень сложно что-то сыграть, потому что такое удар на опережение, а вы вот не ожидали, а мы вот так вот позиционируем. Я вот как имеющему некоторое отношение к политтехнологиям, мне это очень понравилось. Прям так грамотно сыграно, ну и вообще молодцы. То есть, как бы да, тут уже переходит из плоскости просто, как поругался Владимир Владимирович с Гарри Кимовичем, уже переходит в другую абсолютно плоскость. То, что пламенный борец за все хорошее Гарри Кимович Каспаров, которым он без сомнения является, просто указал на ошибки меньшевику Карамурзе. Вот и все. И тут уже либо ты туда будешь оправдываться, либо ты сюда будешь оправдываться, но уже мяч на твоей стороне, тебе надо придумать какие-то свои контрнарративы, какие-то запускать свои альтертезы и все прочее. Вот так вот. Там Журтан спрашивает, что за барабан. Это у нас сидит этот карлик, короче, и барабанит. Вот он опять за свое, да.
Да, опять за Слушай, свое. слушай, вот у меня, ну, наверное, вместо реплики пока к тебе вопрос дополнительный будет по твоему вот выступлению. А как ты думаешь, вот этот вот нарратив, он действительно отображает реальность? Или там есть некие преувеличения, может быть, недоговорки? Ну тут как? Ну тут смотри, тут, мне кажется, что если мы берем, что этот нарратив искусственно запущенный, то, естественно, он, не стопроцентно поддерживает. То есть, если начинать копать всех тех, кто подписал декларацию и все прочее, все там будет не 100%. Но есть такое понятие, как, не помню вот это, на английском эту формулировку, то есть, сформированная. Ну, короче, ты говоришь, как оно и будет, и оно так и должно быть в итоге. То есть потом уже подгоняешь все к этому самому. То есть если они говорят то, что сформулировано 2 таких партии, то им по-любому придется соответствовать этому определению. Если это они запустили с этой стороны антивоенного комитета, то им тогда в дальнейшем придется придерживаться этого же самого нарратива и ну, дальше. То есть, как бы, и уже отклонение от него будет воспринято, ну, совсем нехорошо. То есть тогда сразу теряет силу, и это, ну, это просто будет некрасиво, и их и при необходимости просто может быть использован этот же нарратив против них. Легко и просто. Вот, поэтому тут как бы двояко. То есть, естественно, не 100%, мне кажется. Ну, то есть, допустим, если брать отдельных подписантов или тех, которые подавали вот этот нарратив, распространяли его, тот же э, Марк Фейгин очень красиво подал, ну, то есть просто опубликовал текст Берлинской декларации, типа, и что тут вообще, с чем тут можно не согласиться? Ну, то есть, как бы и все. То есть к нему, допустим, вопросов вообще нет. Человек с первого дня войны, еще до того он был на правильной стороне и все, и так далее. А кто-то, по кому-то есть вопросы, допустим, по тому же Гельману, у которого все не так однозначно, и вообще культура — это культура, а вы тут все это грязными политиканскими руками не трогайте, наш небесный Иерусалим. Вот. Поэтому будем смотреть, как оно в дальнейшем. Если это естественно, даже если это запустилось не специально, если это был не антикрист, то была такая естественная реакция, которая сформировалась и была поддержана ведущими спикерами, то в любом случае это уже случилось, и будет им очень сложно отойти от этого направления. Вот так вот. Мгм. Барабан? Да, я просто тут зачитался. Мгм. Ну, смотри, что я на этот счет думаю. Во-первых, я прорекламирую наш сайт «Всходы», да, я как раз договорился с представителем башкирского национального движения Русланом Габасовым. Он написал очень интересную реплику по поводу вот всего происходящего, и там как раз фигурирует этот нарратив, да, в качестве отправной точки. Он высказал свое мнение, и вот сейчас буквально, когда мы стрим закончим, я закончу дооформлять этот текст, и он появится на всходах. Ссылочкой я, Да, друзья, хороший текст, рекомендую да, всем, да. ссылочкой я, друзья, поделюсь, и прошу также не забывать, что вот помимо вот этих стримов у нас есть еще основной ресурс, всходы. Да, пока мы не очень регулярно его обновляем, но тем не менее там периодически появляется тоже очень интересная, нужная информация и точки зрения, которые сложно найти на каких-либо сайтах еще. Вот, и да, почитайте, что написал об этом Руслан Габасов. Я, естественно, ничего пересказывать не буду. Там он сам все очень ярко и хорошо изложил. Вот, а что касается, ну, твоих наблюдений, Константин, мне кажется, что да, ты прав, действительно очень многое зависит от персоналей. Я вот подумал, да, что, в принципе, такой вот жесткий вектор, вот это вот антироссийскую, антиимперскую позицию действительно представляет на сегодня форум «Свободная Россия», а вот ФБК и Free Russia Foundation, ну, скорее всего, не так однозначно, да. Но с другой стороны, вот я помню, что, например, я сколько вот на форум «Свободной России» ездил, я видел там таких тоже не самых однозначных персонажей, типа Альфреда Коха, да, который, собственно говоря, все вот как-то вот у него периодически в колонках в его репликах проскальзывают такие мысли, что давайте какой-нибудь договорничок, да.
А то вот Украине там скоро воевать нечем будет. Вот это он продавливает эту мысль еще, по-моему, года два, если не больше, да. Вот сколько я его там наблюдал на форуме, потом читал его мысли об этом. То есть, да, тоже не скажешь однозначно, что вот люди вот все в одной структуре мыслят совершенно четко вот по каким-то определенным лекалам, даже в рамках самых общих принципов, и то есть расхождение. Не говоря уж там о деталях, там их еще больше, там в это зарыться можно. Но в целом, да, наверное, генерально принцип такой, да, что форум «Свободной России», он, на мой взгляд, на сегодня отображает наиболее радикальную и правильную позицию в отношении российской агрессии, в отношении России как империи, собственно говоря. И есть еще один аспект, который, мне кажется, очень важно затронуть и который очень важно раскручивать. Это аспект о том, касается того, чем, собственно, планируют вот эти вот делегаты на площадке заняться, да. Собственно говоря, Карамурза, когда его спрашивал в интервью корреспондент «Настоящего времени», будет ли он заниматься проблемами политэмигрантов, вообще всех поуехавших из России, да, вот по каким-то таким мотивам, в общем-то, понятным, да, прежде всего вот из этой полномасштабной войны, Карамурза сказал, что там и так дело не в проворот, и, в общем-то, мы вот будем заниматься политзаключенными, а политэмигранты сами по себе. Вот, Каспаров, я услышал у него, что у него эта мысль вновь промелькнула. Он как раз хочет добиваться некого понятного статуса для вот всех российских мигрантов последней волны. Если кто забыл, то, собственно, мем про паспорт хорошего русского в свое время запустил ведь сам Каспаров. Вернее, как, этот Да. мем родился на основании его слов, а на самом-то деле идея была очень здравая. Он как раз говорил, что, ребят, надо, еще в 22 году, кстати, говорил, что надо как-то отделять зерна от плевел. Надо показать, что вот эти иммигранты, которые сейчас хлынули из России в Европу, это не вот не какая-то колбасная иммиграция с размытыми моральными принципами, а иммигранты, именно которые придерживаются четких критериев в отношении начатой России войны, в отношении украинских территорий, в отношении путинского режима. И если эти иммигранты будут подписывать декларацию хорошего русского, так называемая. Ну, тут, понятно, игра слов такая, она не идеальная, потому что на английском, допустим, Russian это и русские, и россияне, а если в русском языке, то тут уже вот появляются такие нюансы, да, получается представители национальных республик, национальных меньшинств, получается, уже вроде как, ну, как бы и тоже русскими не назовешь, люди начнут говорить, нет, я татарин или я башкир, это абсолютно правильно будет, да, ну, понятно, да, но это уже детали, это формальности, да, но в любом случае вот эта вот декларация хорошего россиянина, она помогла бы отделить зерна от плевел, и действительно там человек, если это декларирует, он где-то под этим подписывается, он получает документ, на основании которого он может находиться на территории того же Евросоюза. Вот принцип, насколько я помню, был такой, и я бы, например, ничуть не возражал, чтобы эту декларацию подписать. Но я понимаю, Ну что да. определенные люди, они будут возражать, потому что вот скажут, что это опять нарушает какие-то их там права, что вот они хотят как дерьмо в проруби мотаться спокойно, свободно туда-сюда, а эта декларация им может повредить в этом. Вот. И, собственно, вот, да. И Гарри Кимович, я не знаю, насколько он серьезно будет продавливать эту работу в ПАСЕ. Надеюсь, что он туда пройдет, да, если он туда пройдет. Вот. Но он опять этот вопрос поднимает, и это хороший, это здравый вопрос, тем более опять сейчас мы видим та же самая ситуация возникла, она еще в более жестком ключе, даже чем в 22 году возникла. Россиянам массово отказывают в визах, в ВНЖ, очень много проблем по тем же кейсам там на убежище, я так, насколько я представляю, сейчас эти процессы все затягиваются, да, в странах Евросоюза, Да. по крайней мере, я часто слышу такое. А вот эта В инициатива, Германии в основном. В Германии в основном. Мгм. А вот эта инициатива, она помогла бы, на мой взгляд, хотя бы отчасти расставить точки Ну, над конечно. «и», навести какой-то порядок, да, отделить действительно зерна от плевел. Ну, вот, на мой взгляд, вот это вот для нас всех политэмигрантов, которые мы оказались здесь вот в Европе, сбежав от России, это очень, очень ценно.
А вот Карамурза почему-то он не хочет этими вопросами заниматься, для него это слишком мелко. Собственно, Ну, барабанщик. мелко, конечно, для него мелко. Да это он вообще случайный гость нашей вселенной. Он мимо прилетал, космическим ветром надуло. Вот. А так, в принципе, вот эта тема, э, паспорт хорошего русского или там еще как-нибудь, как это ни назови, это поднимал же не только Гарри Кимович, это еще поднимал, Марк Фейгин. Мгм. Э, и это тоже обсуждалось у него на канале много раз. Я помню еще такой момент, по-моему, с кем же он обсуждал, то ли с Гудковым, по-моему, я не помню, по-моему, с Гудковым. И тот ему говорит: "Ну, это, говорит, все это да, говорит, но ты, говорит, представь, сейчас, говорит, кто-то говорит, что вот уехавших россиян, антивоенных, там сотни тысяч, говорит, а подпишут ее, говорит, 50 тысяч. И что это получается? 950 тысяч каких-то левых понаехав и 50 тысяч действительно антивоенных. Говорит, ты представляешь, говорит, какой это может быть удар по имиджу, и там вот что-то вот такой разговор был. Но мне так, в принципе, понравилось. Ну да, то есть человек говорит, ну, допустим, да, я тут представляю там миллионы там поуехав, да, а я говорю, да нет, чувак, тут 38 412 человек, вот они все. Мгм. Все, а Мгм. остальные я не знаю, кто это такие. И тут как бы уже все совсем другой формат и более конкретика. Это знаешь, как навести фокус называется. То есть, когда говорят: "Да нас рать". Он говорит: "У вас не рать, а вас это чуть-чуть поменьше". Вот. А, Ну да, какой-то, этот блефовать уже получается сложнее, да, когда блефовать четко, сложно будет, да. да, намного. Мгм. Когда будет фокус наведен, уже придется заниматься какими-то конкретными скучными вещами. Какими-то конкретными скучными вещами, как, например, там, защищать каких-то там, кому не там отказали в убежище или там еще что-то. А на это кто ж подпишется? Не для этого президента в изгнании избирали. Он не про это все. Но, в принципе, если говорить о том, чем они будут заниматься, то из всего, что я слышал, по-моему, Герман говорил, что надеюсь, что будет продвигать культуру. Ну, это естественно, ну, это его стезя, его хлеб, молодец, он делает все, что может в своем направлении. Быков, по-моему, тоже про это говорил, то, что надеюсь, что будет развивать, хотя, ну, Дмитрий Львович, он в Америке обитает, вот. И еще были, да, от Каспарова и от Фейгина, да, были реплики, то, что стоило бы заняться иммигрантами. А в принципе, вот и все. И больше я ничего не вспомню. Ну, слушай, Каких-то других дел. Да. Карамурза, он постоянно говорит о том, что вот важно как-то поддерживать российских политзаключенных. Ну, понятное дело, что он это будет делать морально, да, судя по тому, что вот как он это себе представляет, потому что Карамурза и вот, например, Нобелевский лауреат Муратов и представители мемориала с ними часто вот подписывают такие обращения, воззвания то к западным политикам, то к украинским политикам, с предложением: вы, значит, там у себя по сусекам наскребите, каких-нибудь зэков нехороших там найдите, которые шпионили в пользу России, убивали кого-нибудь в пользу России, да, и вышлите их в Россию, и верните, в обмен на это вытащите каких-нибудь вот хороших политзеков из России, которые там страдают. Украине, насколько я помню, вообще просто предлагалось найти кого-нибудь, кого можно объявить политзаключенными, да, у себя. Вот, Ну то да. есть, собственно говоря, когда Каспаров, например, говорит о том, чтобы заняться проблемами политиммигрантов, разработать вот этот паспорт хорошего русского, декларацию хорошего русского, да, вот, то когда он это говорит, это понятно, что заниматься-то этим придется кому-нибудь из оппозиционных селебрити, собственно говоря, да. Ну да. Когда, например, Карамурза говорит о вот этой вот поддержке э, политзаключенных в России, то мне понятно так, что вот он и Нобелевский лауреат Муратов, они будут продолжать писать вот такие воззвания к западным политикам, а как вытаскивать реально этих людей из тюрем путинских, должны уже думать западные политики.
И получается, Карамурза, он в любом случае в беспроигрышной ситуации, он выступает с трибуны, говорит о том, как важно поддерживать политзеков в России, да. Значит, если западные политики подсуетятся, кого-то вытащить, то Карамурза себе галочку поставит, сделано. Если, опять же, ничего не получится из этой затеи, то Карамурза скажет, ну вот западные политики плохо постарались, могли бы у себя получше там по сусекам там поскрести. То есть получается, Карамурза все-таки подходит, как мне кажется, с такой позиции безответственности. Я ни за что не отвечаю, но я генерирую красивые идеи. А как уж они будут в жизнь воплощаться, это, ну, извините, это не моя задача. Я вот сгенерировал, дальше сами думайте. Вот. Ну, по крайней Да, мере, так. ну и говоря про политзеков, кстати, мне было очень удивительно то, что нигде в этих списках перспективной платформы в ПАСЕ не проскользнул мемориал. Потому что если уж кому быть, представлять правозащитников, то это кому-то из мемориала, Давидису или там еще кому-то из таких основных юристов и фронтменов этой организации. Потому что кто заслужил, те заслужили, тот вообще ничего слова не скажет. Вот. А так, да. А так, то есть позиция какая-то странная была. То есть мы будем заниматься, то есть мы копали, я и трактор. Так и тут. И мы будем заниматься политзаключенными. Понятное дело, что никем ты заниматься не будешь. Хотя, допустим, мог бы, вполне. Но теперь уже не будет, потому как злой Гарри Кимович наорал на него и хорошо ферзем не кинул. Да. Вот. И теперь он обиделся, и заниматься политзеками, судя по всему, больше некому. В чем я очень сильно сомневаюсь. В ПАСЕ некому, В по принципе, крайней та, мере. та Да. же Анастасия Шевченко там много чего там делает не по этому направлению. Но все-таки вот мне еще интересно, повернется ли колесо внимания к теме третьей для регионов, или просто назначат так: Гельман, ты будешь от Пермского края, Шевченко, ты будешь от Бурятии, там Фегину предложат от Самары быть, допустим. Ну, утрирую, конечно, да. Но вот как-то так. Может быть, и так будет, кто его знает. Но все-таки хотелось бы, чтобы к этому вопросу как-то... Хотя вообще по-хорошему, да, вот смотри. В России было 36 мест в ПАСЕ. Мгм. Допустим, 12 отдают диссидентам, 12 отдают представителям регионов, да. Было бы справедливо просто, вот и все. Не знаю, почему так не сделали. Но, слушай, Наверное, я же напомню, что да. все-таки отдельную площадку для вот, представителей национальных движений Ну да, я нужно говорю, и создать. отдельную площадку, да, и все. Что там? То есть За это как-то тоже все заглохло тоже как-то. Не знаю, надо вот, кстати, узнать будет. Вот нас, может, кто-нибудь все-таки посмотрит и расскажет, как оно там двигается. Там, по-моему, Джамбулат Сулейманов продвигал эту тему, и там еще там другие спикеры. так, я Может быть, пред... все-таки у них... Может, они просто ничего нам не говорят, чтобы не спугнуть и не сглазить. Мгм. А потом, как вот раз и представит и скажет, а вот у нас еще 24 места в ПАСЕ для представителей регионов, Ну, сейчас, колонизируемых да, народов и регионов. раскатали губищу, но смотри, я предлагаю все-таки зачитать сообщение чата, потому что, ну, как бы люди пишут, это Ну радостно. да, уже время, мы уже час Ага. почти говорим. Да, Ничего себе. мы что-то вот у меня тут с телефоном как раз проблемы возникали, так что извините, дорогие наши зрители и слушатели, но сейчас зачитаю. Андрей Паршаков нас поприветствовал, вечер добрый. Добрый вечер, Андрей, но это в самом начале было, да. Обещал и пришел, это вот человек под ником Весельчаку, который в канале Банного Листа пишет, да, приветствую, это круто, М, что пришел, да. Так, он, значит, продолжает, они говорят, что не могут желать поражения своей стране и что Украина должна согласиться на условиях России. Интересно, у них получается война одного Путина, но соглашаться нужно почему-то с РФ. Ну да, 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 действительно. Ну, там такой шизухи на самом деле, слушай, там это очень много, да, постоянно они такое говорят.
Так, Кагита Бурята, но это наш Зултан, да, он говорит: "Чё с экраном? Почему я вижу ваш чат? Чё за барабан? Гарможапова будет, Кельман будет представлять Пермский край", пишет он. Ну да, правильно, да. Вот Константин тоже об этом говорит. Так, Это я у Зуртана подглядел просто. ну да, вот. Зуртан дал направление мысли, спасибо. Энигматично, а мужики-то не знают. Мартынов поесть приехал, она пишет, да, вот, как бы Ну, про. кстати, да. Фудблогер же. Да, знатный фудблогер, действительно так и есть. Видимо, он поесть приезжал, а тут какой-то скандал неожиданно. Вот не знаю, даже вот салатик-то в горло полез вот при виде этого зрелища, когда Гарри Суровочки со Кимович, Сабовым. да, Гарри Кимович наезжает на Владимира Владимировича. Ага. Так, а каждый из вас за кого в этой партии? Ну, в принципе, наверное, по нашим обсуждениям уже понятно было, что я-то вот, ну, скорее на стороне Каспарова и Фонда Свободной России, да, я как раз сейчас набрасываю мысли на колонку, и, в принципе, я бы вот, да, пардон, Форум Свободной России, да, Форум Свободной России я точно отмечу вот это в списке моих приоритетов, да, я с ними, в принципе, согласен. Евгения Чирикова, она, по-моему, форум "Свободной России", да, представляет? Вот я ее видел тоже на посиделках. Да, по-моему, да, да, да-да. Да, я просто еще Ну, тоже надеюсь до конца года успеть выпустить материал. Чирикова сняла очень классный фильм собственно, украинских мужчинах, которые вот сейчас находятся в тюрьмах на территории Российской Федерации. Там порядка 16 или 17 тысяч человек, точные цифры никто не знает. То есть целенаправленно с оккупированных территорий путинские спецслужбы вывозили как раз мужиков призывного возраста, которые имеют отношение к армии, я так понимаю, да, ну, могли быть призваны, и вот их целенаправленно прессовали и продолжают прессовать в тюрьмах. Там Чирикова и ее команда провели настоящее расследование, очень увлекательный фильм. Ну, я надеюсь, я об этом еще попозже расскажу на страницах всходов. Вот, Константин, ну, я так понимаю, ты тоже примерно вот к тем же персонам относишься положительно, да, насколько я тебя понял. ну да, да. Да, я думаю, ну, Каспаров, он наиболее такой радикальный, адекватный, вот, да. Конечно. Да, сейчас скажут: "А они просто продались Ходорковскому". Я такой: "Да, наш любимый вождь Михаил Борисович, как вы посмели на него там что-то говорить Я, я, плохое? я, Можете вырезать. я- у меня, кстати, Негодяй". к Ходорковскому, как к старому комсомольцу, такое отношение-то не очень положительное в целом, хотя он, конечно, производит человека рассудительного и обстоятельного, да, но как вот все комсомольские вожаки тех позднесоветских времен, это такой мастер схематозов, в принципе. Я как-то Ну вот. да, это ж И, гуру. и то, что у него вот эта имперская позиция периодически проскальзывает, это, конечно, очень тоже досадно, да. То есть его путинские лагеря ничему в этом отношении не научили, он на тех же позициях и остался, по-моему, да. Вот, энигматично еще пишет классная реплика: "Карамурза, маленький принц". Ну да, ну да, действительно, я почему-то тоже, да, вот эти Ну вот да, невысокий такой. рисуночки вот эти представляю, какой-нибудь трогательный шарфик ему еще повязать вокруг Да, шейки, и будет, шарфики, да-да, и это будет самое то прям, да. Такой вот образ, да, вот да. человека не от мира сего, который вдруг оказался на банкете, где засели акулы и волки. Так, Кагита Дебаты, Бурята, это снова наш Зуртан. Дебаты с Гарри Кимовичем будут или нет? Ну, собственно так говоря, слился же этот, Карамурза слился ты сегодня. знаешь, нет, Зуртан и Константин, вы знаете, по-моему, там Карамурза уже начал какие-то условия там выдвигать. Вот я краем глаза видел, Не, что ну он, он говорит, если он извинится, да, 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 но потом, ну, скорее всего, если и будут дебаты, то с Миловым будут у да, Каспарова. потом, Вроде как предварительно они. потом скажет, что по форме извинения были не те, да, еще что-нибудь там Да. придумает, ну, как-то, я не знаю. То есть господин президент прекрасной России будущего, он от каждого будет извинений своего оппонента требовать. Немного ли так вот? Ну да.
Так, Ринчин Гамбуев пришел, да, Сайн Байна, всем. Так, Привет, привет. привет, привет. Замечательно, что ты же тоже с нами. Так, ну давайте, друзья мои, я вижу, мы час уже проболтали, да. Константин, слушай, нам все-таки надо эту тему, она осталась где-то на задворках из-за скандала в кулуарах ПАСЕ. Но мне кажется, важно эту тему вот продолжить с этим археологом, которого в А, Польше задержали и теперь могут экстрадировать в Украину. Вот что ты об этом всем думаешь? ну, что я об этом всем думаю? Это обычный преступник, который, пользуясь тем, прикрываясь своими научными степенями, вел свою преступную деятельность на территории Украины без лицензии, без разрешения. Куда это все вывозилось, никто не знает. Доверия российским властям нет, и хотя они говорят, мы все в музее отвезли, я не уверен. Зная, как это все в России делается, то, может быть, половину уже и своровали. Поэтому, с моей точки зрения, никаких послаблений, потому что он там всем известный ученый, которого пригласили на выступить с лекцией в Амстердаме, быть не может. Виноват, должен отвечать. Это абсолютно такое нахальство, э, пользуясь возможностью покопошиться в карманах оглушенного человека, грубо говоря, если проводить аналогию, человека оглушили, а ты такой подошел, вот, что тут у него так, кошелечек, хорошо, вот, еще пару там в- телефончиков, все отлично. Абсолютно то же самое. Никакого сожаления. И хорошо, что задержали власти Польши. Респект и уважуха. Вот и все. Знаешь, что у меня вызывает Всё. вопрос по этому поводу? Это то, что, собственно говоря, предшествовала информация этому всему о том, что у него в Варшаве тоже намечена какая-то лекция, какое-то выступление. И вот мне удивительно, неужели даже в Польше вот такую вещь кому-то в голову пришла, ну, такая вещь, что человека просто вот действительно, который ведет раскопки на оккупированных территориях, что его приглашают в Польшу почитать лекции. Ну, тут как, скорее всего, в Интерполе же не было, запроса Мгм. через Украину. Как пишет, по-моему, вот Бураков из Ковчега, то, что там запрос не через Интерпол, а через прямые связи Польши и Украины. Не-не-не, я не Вот. про то. Я понимаю, что как бы никто не обязан читать все запросы Интерпола, да, но я про то, что все-таки, как-то мне кажется, вот польское общество, оно и, собственно, украинская диаспора здесь, оно к таким анонсам, оно уже несколько лет относится довольно так жестко, да. Там даже если такие Ну, вот, может быть, казус исполнителя. Может быть, казус да. исполнителя. То есть мне То есть, оказалось, даже когда приезжают такие вот все неоднозначники, такие артисты, да, какие-то там, да, у которых нет явных признаков соучастия, но они вот такие, все не так однозначные, да, то тоже, в общем-то, реакция бывает достаточно жесткая, но я вот как бы предполагаю, конечно, что тут могла быть такая оперативная комбинация, да, и его специально в Варшаву заманивали, чтобы здесь да, это было повязать, бы вообще да, и замечательно, если надеть бы это было. наручники. А на самом деле никакой лекции-то и не планировалось. Но потому что я вот, например, стараюсь все-таки следить за местными варшавскими событиями, да, и у меня там постоянно я копаюсь в календаре мероприятий, хотя он у Facebook очень кривой, да, и косой. Но, тем не менее, я думаю, поскольку я потенциально тоже целевая аудитория вот этого лектория был бы, да, тем не менее, я думаю, что мне бы начали анонсы выскакивать об этом. А тут я уже скрин анонса увидел постфактум, да, то есть, может быть, действительно это какая-то Ну, оперативная кстати, может комбинация, да. быть, сейчас вот это его депортируют в Украину, и потом в очередной раз Буданов выйдет и скажет: "А вы знаете, Ну да, да, это да, была да. наша спецоперация совместно с вот, АБУ". А ты знаешь, ну вот сказать-то он как раз может, даже если этого не было, на самом деле ничего, Ну, да. в принципе, да, с Ну него да. останется. Ну вот Это интересно мастер. бы, да, и интересно было бы узнать правду на этот счет, да. Но мне показалось, что вот этот случай, он отлично показывает. Но действительно там, что касается вот его там археологической деятельности, тут понятно, что
юридическая квалификация может быть очень тонкой, и там действительно можно голову сломать в этой казуистике, насколько, да, он там был соучастником Российской Федерации в преступлениях. Но факт, что соучастником был, да, и вел раскопки на оккупированных территориях, это факт. Другое дело, что мне показалось интересным, что вот российская аудитория, в том числе и поуехавшие, такие же политэмигранты, по сути, как мы с тобой, они начали его активно отмазывать. Поднялся неимоверный вой. Да, такое Все, вообще да, все поднялся. кричат, что это же вот такой ученый, который вот, которого ничего кроме науки и этих самых раскопок не интересует, что это такой Паганель русского мира, и вот руки прочь, немедленно освободите, он вне политик, и ему это все глубоко пофигу, да, но вот как раз, мне кажется, этот случай показывает, что на самом-то деле политика тобой рано или поздно займется. Даже если ты строишь из себя полного вне политика, но есть такие сферы, когда уже ты оказался, что называется, на смежной территории, и вот принимай подарочки судьбы. Ой, да ладно, большая наука всегда никогда не была вне политики. А вот это, кстати, Всегда да, допускались только лояльные и все такое. а вот это, В кстати, да, Российской-то это тоже, Федерации это тоже показательно, потому что, собственно говоря, я даже вот, насколько помню, вот, например, в Казанском государственном университете еще, ну так, лет 7, наверное, назад были приняты циркуляры, которые предписывали все контакты с зарубежными коллегами, с зарубежными институтами согласовывать через проректоров, которые, как правило, были ГБшниками, да, и ГБшники, ФСБшниками. да. Да, и, собственно, я понимаю, что вот это лишний раз иллюстрирует, что если он куда-то там с лекциями поехал, значит, у товарища майора-то он разрешение, или даже не майора, а полковника, подполковника, он это разрешение получил, да, значит, все согласовано. Значит, его, возможно, еще за границу-то и с миссией какой-нибудь дополнительной в нагрузочку направили. Ну, или не его, так, мне кажется, ну, человек-то действительно известный, то его-то навряд ли, а вот к нему там пару-тройку помощников, чемоданоносителей с миссиями могли послать, чё Ну, нет-то, конечно, эти-то наши свободны. конечно, Поэтому то, конечно. что взяли, ну, замечательно, а то, что отмазывают, ну, потому что, ну, я не знаю, А, потому что отмазыва- деньги. а отмазывать потому, что, это мы возвращаемся к первой теме нашей сегодняшней беседы, отмазывают потому, что они друг друга знают. Это опять же Да, вопрос, потому что вопрос одной большой тусовки, да, вот. Мы друг друга знаем, и надо вот, хороший же человек, водочку мы когда-то с ним в походах пили, надо в защиту его, значит, сказать пару хороших ласковых слов. да, Мгм. да, именно так все оно и Ага, у есть, к нас есть сожалению. еще сообщение. Так, что вот тут? Так, так, Ренчин Гамбоев пишет, 1/3 места для националов или туда ингрийцы тоже входят. Ренчин, ну, по-прежнему, да, знаешь, такая проблема, что вот это, Тайна, покрытая да, вот мраком, это да. формирование, это темный лес, да. Я так понимаю, что все-таки, судя по формулировкам, идет речь о националах, да. Но опять же, кого они понимают под этими националами, да, вот та же самая, как ты знаешь, Анастасия Шевченко, она говорит, что вроде как она имеет право Бурятию представлять, да. Опять же, Марата Гельмана, вот как тут пошутили, Гельман, он пройдет по разряду коми-пермяков, да, там. То есть это Да. все темный лес, к сожалению, и я бы вообще на эту квоту по трети не стал бы сильно надеяться, да. То есть А нет, конечно, главная надежда, она я же все-таки говорю, на наблюдают. формирование вот этой вот, да, отдельной платформы. Ага, Отдельная так. платформа, да, там Мгм. есть чем заняться, есть тематики, которые действительно наболевшие темы, поэтому это более логично, чем собирать 12 человек и обсуждать, паспорта хорошего русского и политзаключенных, и всё. Зуртан пишет, Джамбулат Сулейманов дал за интервью Денису Угрюмову, сегодня вышло интервью. Ну да, я в курсе, что вот это интервью было, да, я и пока еще, естественно, его не успел послушать, посмотреть, но, в принципе, мне кажется, у Джамбулата Сулейманова, кстати, здесь на канале тоже есть интервью, я брал еще в начале осени, кажется, да. И, собственно, я не думаю, что за это время вот там что-то принципиально сдвинулось с мертвой точки. Понимания пока принципиального нет, наоборот, вот, судя по последним скандалам, все еще больше усложнилось. Тут еще, да, тут же еще сейчас этот председатель уйдет, новый придет, как будет там позиция нового председателя, там.
Смотри, Кто ему энигматично несет? вот, энигматичную реплику вбросила Карамурза: "Татар будет". Ну да, все логично, собственно говоря. У него же явно татарские корни, неважно там в каком поколении уже, но тем не менее, да, формально опять же может прокатить. То есть Да. полу то есть получается, это Гарри Кимович у нас уже деколонизатора обидел. Вот как выходит. Но вот это он потомкам Вот как уходит, история конечно. повернулась-то, Потомкам. да. Да-да-да-да. Обидел нацменьшинство, получается он, да. Андрей Прошаков написал: "Поляки отомстили за Сусанина". Ну да, взяли реванш. Уже в который раз. Ага. Так, поуехавший, защищая археолога, игнорирует международное право. Мой им совет: незнание закона не освобождает от ответственности. Да, это Какое Ерар право, Р-16. господи, Да, да да, не это конечно, же, да конечно. это, может, человек-то хороший, что вы прям буквоедством Да, да, занимаетесь? да, да. Тем более его все, кто надо, в тусовке, видите, все знают. Я, например, не знал о А таком все, кто археологе. надо, знают, Да. а А все, все, кто кто не надо, надо, не знают, знают. действительно. А раз человек хороший, можно закрыть глаза, что он там, ну, копнул где-то не там, да, ну, мало ли. На земле же не написано, что вот земля украинская, вот российская. Она везде одинаковая. Может, он лопаточкой промахнулся. Так, Да. Собянина, Ринчин теперь подхватил пас, Собянина от Манси надо. Ну да, так получается, да, вот такие вот. Государевы люди будут все нацменьшинство представлять в итоге и по квоте, и без квот. По квоте и без квоты, да. Да. Уже больше часа, да? Ну чё, будем Да, заканчивать да, потихонечку? уже час 15, и, собственно, да, я так понимаю, ну вот реплики еще идут, но, наверное, ничего Ну, нового все мы в одном. уже не увидим. Да, друзья, если не успеете здесь в чате написать, ну, пишите в комментариях Просто в комментариях там под напишите записью, там, да. потом почитаем. Будем обязательно Всё, комментировать, да, отвечать. Все. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. До новых встреч. пока.